Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Сегодня будем печь блины по нашему семейному рецепту, которые просто обожают мои дети. Блинчики получаются тоненькие, очень вкусные, мы их называем 3 стакана. Тесто для блинов готовится быстро, а продукты понадобятся самые простые, найдутся в каждом доме. И я поделюсь с вами всеми своими секретами, так что идеальные блины получатся у каждого. А чтобы не потерять рецепт, подпишитесь на канал и поделитесь рецептом с друзьями и подружками в соцсетях. А также, если видео вам понравится, напишите в комментариях «Хочу блины». Вот такие продукты нам понадобятся. Список ингредиентов я также оставлю для вас в описании под видео. Беру миску и разбиваю 3 куриных яйца. Все продукты для блинов должны быть комнатной температуры. Добавляю пол чайной ложки соли и 2 столовых ложки сахара. Перемешиваю венчиком. Это тесто готовится очень просто, получается без комочков, и для приготовления теста даже миксер не понадобится. Теперь беру стакан муки, 160 грамм, добавляю половину муки в тесто и перемешиваю. Я специально не сразу добавляю в тесто всю муку, а только половину. При таком способе приготовления тесто получится однородным и без комочков, а муку желательно просеять. Вливаю в тесто стакан молока, 200 мл. Молоко можете брать любой жирности, у меня 3,5%. Вот так перемешиваю тесто. Добавляю оставшуюся муку. Перемешиваю тесто. И в самом конце вливаю стакан крутого кипятка, 200 мл. Кипяток лучше налейте в обычную кружку с ручкой, а то рукам горячо держать стакан с кипятком. А вы знаете, для чего мы добавляем кипяток в тесто для блинов? Во-первых, кипяток заваривает муку, и блинчики получаются тоненькими, нежными и при этом не рвутся на сковородке во время жарки. А также за счет кипятка можно получить тоненькие ажурные блинчики с дырочками, которые не получатся у многих хозяюшек, которые просто не знают о этом секрете с кипятком. Тесто для блинов готово, осталось только еще раз хорошо его перемешать. И будет просто отлично, если у вас есть немного времени, чтобы оставить тесто на кухонном столе, ну хотя бы 15-20 минут. За это время тесто настоится и приобретет эластичность. Но если нет лишнего времени, жарим сразу. Тогда тесто придется настаиваться уже в процессе. Приготовь, поделись, подпишись. И перед самой жаркой блинов добавляем в тесто 3 столовых ложки растительного масла и перемешиваем. Посмотрите, вот такой густоты получилось тесто для блинов, не слишком густое и не слишком жидкое. Смазываю сковороду маслом и жарю блинчики на среднем или сильном огне с 2 сторон до румяности. Когда начнете жарить блинчики, вы сами можете отрегулировать густоту теста. Если вы любите тоненькие блины, тесто нужно делать более жидким, и если нужно, можно добавить дополнительно в тесто чуть-чуть водички или молочка. А если любите блинчики потолще, то можно добавить немного муки. Но здесь есть маленький секрет. Если вы просто добавите в тесто муку и перемешаете, то обязательно образуются комочки. Поэтому, чтобы тесто получилось однородным, нужно отложить часть теста в отдельную миску, добавить туда немного муки, хорошо перемешать и только потом смешать с остальным тестом. Так будет правильно, и тесто получится однородным и без комков. И еще поделюсь с вами парочкой своих секретов вкусных блинчиков. Смотрите, если хотите, чтобы блины получились тоненькими и ажурными с дырочками, для этого нужно очень сильно разогреть сковороду, на которой жарите блины. И когда на раскаленную горячую сковороду вы наливаете порцию теста, оно тоненько растекается, и в блинах образуется буквально миллион дырочек. Блины жарятся очень быстро, далеко от плиты не отходите, только успевайте переворачивать. Вот посмотрите, какие красивые, тоненькие ажурные блинчики из этого теста получаются. А сейчас покажу вам маленький эксперимент. Я наливаю на сковороду то же самое тесто, но специально я не стала сильно разогревать сковороду, чтобы показать вам разницу. И вот посмотрите, такой готовый блинчик получился. Видите, дырочек практически нет, потому что сковорода слабо разогрета. Итак, из этого количества теста получается примерно 25-30 блинчиков. Количество блинчиков, конечно, будет зависеть от диаметра вашей сковороды. Друзья, блинчики получаются нежные, тоненькие, очень-очень вкусные. Это наш любимый рецепт, и мои дети их просто обожают. Я обязательно готовлю блины по этому рецепту каждую масленицу. Попробуйте и вы. А если вы любите готовить и вкусно покушать, тогда подпишитесь на наш канал «Готовим дома» и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные рецепты.
Новые видео на канале выходят 2 раза в неделю, а чтобы не потерять рецепт, поделитесь им с друзьями и подружками в соцсетях. Желаю вам приятного аппетита, вкусных блинчиков и веселой масленицы, друзья! С вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся!